Зачем мы приходим сюда? За вдохновением, за смыслом или за красотой? Но смотрите, как это происходит. Мы проходим мимо шедевров в среднем со скоростью 15 секунд на один холст. Мы ставим галочку в списке, селфи для соцсетей и бежим дальше, не успев даже вдохнуть. Искусство стало еще одной витриной, которую нужно быстро потребить. И мы уходим с чувством, что что-то важное осталось непонятым или неуслышанным, что тот самый смысл, за которым мы пришли, ускользнул. Но проблема не в искусстве. Проблема в том, как мы на него смотрим. А что если остановиться? Что если позволить картине говорить с вами не на языке замыслов и стилей, а на языке вашей собственной жизни? Я рада, что вы оказались здесь, в моем арт-санаториум. Я Катя Васильева, независимый арт-медиатор. Арт-санаториум — это мое пространство, где искусство перестает быть объектом и становится состоянием. Это нетипичный канал об искусстве. Здесь не будет рассказов о художниках, здесь не будет интерпретаций картин, которые приняты в арт-сообществе и институции. Здесь не будет каких-то исторических фактов. Но здесь формируется новое восприятие искусства, где оно уже не витрина, а зеркало, в котором можно увидеть себя. Знаете, искусство помогло прожить мне довольно тяжелые кризисы личные и период потерь. В тот момент я искала для себя ответы. Я пыталась понять, почему это произошло, что я чувствую. Пыталась себе это объяснить. Главное, пыталась понять, как мне это исправить, как мне изменить что-то в своей жизни, чтобы мне стало лучше. Я читала книги об искусстве, я смотрела лекции прям запоем, ходила в галереи, я слушала музыку, смотрела фильмы. И это меня исцеляло. Но было недостаточно просто смотреть, я задавала себе вопросы. Что я чувствую, когда я это вижу? Что сейчас со мной происходит? Почему? И со временем я стала замечать, что моя боль превращается в философию, а мои страхи становятся энергией для движения дальше. Так родился мой собственный метод созерцательных и философских арт-диалогов. И в моих эссе, которых уже достаточно много на канале, и я продолжу их снимать, я показываю фрагменты этих диалогов, где я проживаю в картине свой опыт, смотрю на них через призму своей жизни. И я раскрываю свою глубину чувств, которая помогает мне увидеть новые смыслы. Когда я смотрю на картину, я не думаю о том, кто ее написал или в каком году. Я не анализирую технику и не ищу замысел автора. Я спрашиваю себя, что я чувствую сейчас? О чем эта картина для меня? Какой мой собственный вопрос в ней отразился? Я смотрю на картину Ван Гога и вижу там не просто поле и птиц, а проживаю в ней его путь бессмертия. Я смотрю на интерьер Хаммершоя и вижу не просто сидящую спиной девушку, а я чувствую, как из ее музыки возникает пространство смысла, где ей не нужны границы и не нужно защищаться. И я понимаю, что чувство вины за выбор себя, о котором размышляю там, лишь этап зрелости личности. Мои видео — это не развлекательные истории. Их недостаточно просто послушать фоново или посмотреть. Они созданы для того, чтобы вы могли пропустить эти диалоги через себя, примерить эти картины к своим мыслям и поискать в них свое отражение. Возможно, вы будете со мной спорить. Возможно, почувствуете отторжение или облегчение. Здесь нет каких-то неправильных реакций. Есть только ваша собственная правда, которая сталкивается с изображением. Арт-санаториум просто дает вам повод и время для встреч с собой, чтобы вы могли стать свидетелем своей собственной глубины. Если вы не ищете ответы, а хотите живого опыта, если вы готовы к тому, что искусство может стать для вас состоянием, а не просто картинкой на экране, если вы ищете вдохновение без суеты, тогда я приглашаю вас остаться здесь со мной и подписаться на этот канал. Я не знаю, что вы здесь найдете. Может быть, в
может быть, какую-то непривычную для себя ясность. Но я точно знаю, что если вы разрешите себе остановиться и прислушаться к собственной глубине, вы точно найдете здесь что-то важное. Найдете здесь себя. Но не того, кем вы должны быть, а того, кем вы являетесь на самом деле. Впереди у арт-санаториума большие планы. Вы можете стать частью этого пространства. Поэтому подписывайтесь, чтобы быть в курсе и не пропустить живые встречи со мной.